Привет, мои дорогие девочки, мои сестры. Мы сейчас с вами погадаем на Таро Иеронима Босха. Я что-то на него так подсела, не могу слезть, девочки. Сбудется ли желание? Давайте посмотрим. У нас будет 4 варианта. Мы даже вот, почему 4? Я обычно могу делать, знаете, на 5 вариантов, для того, чтобы это не было похоже на перекресток. Но мы сейчас с вами посмотрим еще, по какой дороге идти, да. То есть вот вы можете даже загадать не просто какое-то свое обычное желание, а вот прям кармическое желание, да, судьбоносное какое-то, вот к чему вы давно хотите прийти, да. Давайте посмотрим, сбудется ли желание. Первый вариант. Сбудется ли желание? Второй вариант. Сбудется ли желание? Третий вариант. И сбудется ли желание? Четвертый вариант. Это, девочки, вот такой вот перекресток. Выберите дорогу, по которой вы хотите идти. И мы посмотрим, что мешает вашему желанию, что не мешает. Вот на данный момент, когда вам это гадание попалось. Сбудется ли желание? Выбери часть картины Иеронима Босха, средневекового художника, который знал, и я бы даже сказала, знает, потому что он уже в вечности, да, что такое рай и ад. Ну, то же самое, что и о Гилере. Ну что, давайте посмотрим, сбудется ли желание. Первая, вторая, третья, четвертая карта. Гадаем на средневековых картинах Иеронима Босха. Ну что, загадали, девочки? И давайте смотреть. Так, первый вариант. Сбудется ли ваше это желание, которое вы загадали здесь, вот эту дорогу, которую выбрали? Выпал король мечей. Вам на самом деле мешает, много что мешает. И это даже не много что, а много кто мешает вам в осуществлении вот этой вот вашей заветной какой-то мечты, ваших этих желаний. Король мечей — это, девочки, обычно какой-то враг, да, какой-то недоброжелатель, который стоит на пути вашем, который завидует вам, который не хочет, чтобы ваше желание вот это вот сбылось. Давайте посмотрим еще. Но это выпали вы, королева скейтов, да. Это, девочки, вот смотрите, посмотрите на эту карту, да. Это птица, у которой на клювике вот это ваше желание. Дело в том, что вы напропалую идете на самом деле, да. Вы многое что говорите, многое что делаете, то, что ведет вас к исполнению этого желания. Но путь ваш труден, вы как будто бы идете по огню, по пеплу, по стеклу какому-то. Встречаются вам люди, которые не хотят, чтобы это желание у вас сбылось. Но вы все правильно делаете. Вот эта карта говорит, что вы все правильно делаете для того, чтобы оно сбылось, но мешают вам именно люди. Нулевой старший аркан дурака. Это, девочки, кто-то очень близко рядом с вами, который не хочет, чтобы сбылось ваше желание. Я вам даже на примере расскажу, как это может быть. Вот прям очень-очень похоже, да. Короче, одна девочка в семье, она была все время каким-то таким гадким утенком, да. И знаете, кто не хотел, чтобы сбылось ее желание? Ее мама. Понимаете? И вот вот эта вот карта дурака, она показывает, что кто-то рядом с вами. И это, скорее всего, даже родственники какие-то, которые прямо очень сильно не хотят, чтобы это ваше желание сбылось. То есть ищите вот этого негативщика прям рядом где-то с собой. И это может быть очень скрыто, да, вам, то есть не хотят, ну, то есть они могут вам в открытую не говорить, что, знаешь, это желание твое плохое, оно не сбудется и все остальное. Они, девочки, вот эти вот люди, они могут это скрывать, но потом, когда они увидят, что вы двигаетесь к этому желанию, и у вас что-то начинает получаться, они открепляются, ссорятся с вами, ненавидят вас, мешают вам, какие-то негативные, завистливые слова вам говорят. Давайте еще посмотрим, сбудется ли это желание. Вот вы сами его можете сбыть. Сбудется оно, девочки. Но единственное, что когда оно сбудется, вы потеряете
каких-то вот близких людей, которые не хотят, чтобы это желание сбылось. Либо оно сбудется не при том, кто сейчас находится в вашем окружении. И для того, чтобы это желание сбыть, да, сделать его реальностью, частью своей реальности, вам, девочки, знаете, что надо делать? Прочесать очень хорошо свое окружение, вырвать вот эти вот все сорняки, которые мешают осуществлению вашего желания. Мешают люди, мешают завистливые люди, понимаете? И они не с дальнего круга, они очень близко, они где-то рядом с вами. Вот такие вот дела. Давайте еще посмотрим, а что еще сделать для того, чтобы это желание все-таки сбылось? 21 старший аркан. Вы дойдете до этого желания, оно сбудется, девочки. Но оно будет, скажем так, с причинкой какой-то определенной. Знаете, какая причинка? Что рядом не будет с вами тех людей. И это не совсем некоторые люди, которых вы сейчас даже где-то любите, уважаете. Это не те ангелы, да, будут другие люди, которые вам помогут, но не те, которые находятся рядом с вами. Вот и все. Тут по этому раскладу надейтесь вот прям сами на себя. Это желание ваше сбудется. Все зависит от того, когда. Возможно, в 25 лет, у кого-то в 40, у кого-то в 60, но оно обязательно сбудется. Если хотите, чтобы оно сбылось быстрее, да, уберите вот этих вот мешающих вам людей, которые не понимают вас, которые не ценят, к чему вы идете. И вот просто всегда обращайте внимание, кто вам ставит палки в колеса. Я, например, девочки, все время замечаю, знаете как, вот, например, я что-то делаю, к чему-то иду, я никому ничего не говорю об этом, да, но я обращаю внимание, что когда я делаю какие-то шаги к своему этому желанию, я смотрю, кто мне звонит, кто мне пишет, да, кто мне что говорит, вот именно в эти моменты. И я этих людей вычленяю, и я перестаю с ними общаться, понимаете? Перестаю общаться, либо делаю какие-то ритуалы для того, чтобы погасить, скажем так, этого человека. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим, сбудется ли это желание. Выпал 15-й старший аркан Temptation. Но это еще Witch Brew. И это, девочки, на русском языке карта дьявола. Это тут нарисованы Адам и Ева и Змей-искуситель, который... Вот смотрите, Ева советуется с Адамом и яблочко искушения. Вот в это ваше желание, оно крутое. Оно, девочки, знаете, оно ведет в райские кущи, в райскую какую-то жизнь. То, что вы загадали, это что-то вот связанное с божественным, это связано с высшими силами, это связано с вашим каким-то вот развитием и реализацией вашей, понимаете? Это ваши вот райские кущи. Но давайте еще посмотрим, сбудется ли это желание ваше. Да, девочки, и оно больше, знаете, с чем оно связано? Оно какое-то ведьмовское ваше желание. Оно необычное, оно очень интересное, оно многоступенчатое. Знаете, на что ваше похоже желание со стороны, если посмотреть? Оно, девочки, как будто как какая-то пирамида с глазом, всевидящим оком, да, то есть оно создает из очень много каких-то ступеней, и это ведьмовские ступени. То, что вы здесь загадали, оно необычное, оно ведьмовское, волшебное, скажем так. И смотрите, кем вы выпали. Вы выпали вот как раз-таки ведьмочкой, да, которая, вот тут изображена монашка, которая дает кубок испить, понимаете? А кубок — это у нас любовь, а монахиня — это кто? Это обычно представительница прекрасного пола, которая находится в какой-то аскезе. То есть вы берете то, что, скажем так, дают вам высшие силы, да, и очень интересно. Вот тут вот, смотрите, яблоко дают Адаму и Еве, да, змей дают. Тут кто-то дает, возможно, тот же змей дает кубок испить. И вот смотрите, что The Prince of Cascades выпадает. Это желание, девочки, очень красивое. Оно многогранное, оно вас красит. Если вы будете идти к исполнению этого желания, вы будете красиветь, здороветь, богатеть. Да? Это классное. Сбудется ли оно? Старший аркан выпал, 15-й старший аркан дьявола. Сбудется. Но для того, чтобы оно сбылось, надо соблюдать ведьмовской кодекс. Или, девочки, какие-то правила определенные, которые прописывают высшие силы. То есть, скорее всего, это правило какое, чтобы вы не ушли в грех. Старайтесь держаться
подальше от таких грехов, от 7, 8, 11 грехов, ну, в каждых религиях по-разному, да. То есть вы к этому заданию, к этому желанию даже, вот заданию я имею в виду задание для высших сил, да, вы придете только через, через какое-то благо. То есть чем чище вы будете, чем вы будете добрее, милосерднее, благодетельствовать будете, вы будете и щедрым человеком, в то же время очень справедливым, и вы будете очень себя справедливо вести по отношению к другим и к себе, это желание прям как лодка золотая, как ладья золотая приплывет прямо к вашему бережку. Если вы будете вот где-то отклоняться от этого какого-то, от доброты, милосердия, доброго сердца своего, это желание идет только к доброму сердцу, понимаете? Так что вам такое вот идет. Ведьмовское, девочки. Вот, а еще, да, оно сбудется. Вас облагодетельствуют высшие силы. 21-й старший аркан тоже. Но тут надо, скажем так, грубо говоря, безгрешно жить. Будете жить безгрешно, максимально, насколько это возможно, да, Вселенная вам вернет то, что принадлежит вам. Тут даже не то, что желание, то, что вы захотели хотелку какую-то, вот она достанется вам или не достанется. Тут то, что вы сюда загадали, это то, что вам принадлежит по праву. Вот и все. И вам это просто надо вернуть. И есть такое вот выражение интересное, мое любимое, да: "Я свое заберу, чьим бы оно не было". Но второе, что надо, придерживаться очень серьезно здесь, да, чтобы это не было во зло другим невинным людям. Понимаете? И давайте еще глянем, сбудется ли это ваше желание. А у вас знаете, что здесь идет? Вам идут помощники. Раз, два, три. Выпало 3 помощника. И это, девочки, знаете, как прям в романе «Мастер и Маргарита». Азазелла, Кот-бегемот и другие помощники, которые помогают и участвуют в том, чтобы это ваше желание сбылось. Если вы относитесь к черным ведьмам, то я вас поздравляю. Демонология — это то, что вам надо изучить, да. И у меня, кстати, вот в закрытых видео есть про демонологию. Если вы относитесь к белым, если у вас есть какие-то свои фамильяры, есть какие-то свои боги, скажем так, да, у кого Геката, у кого Венера, у кого Кришна, ну, у кого... Кстати, Будда, оказывается, тоже в некоторых демонологических статьях Средневековья относится, как ни странно, к демонам. Вот такие вот дела. То есть у вас есть помощники, домовые, русалки. Вот, девочки, кого вы только можете призывать себе на помощь из потустороннего мира, призывайте, потому что это реально работает. И вот эти вот, знаете, маленькие гномы-человечки будут вам помогать, как с Белоснежки, в исполнении вашего этого желания. Поэтому, как минимум, я вам советую какие-то амулеты носить, какие-то печати носить, да, в тарелочке ставить молочко своему домовому. У меня, девочки, вчера, когда я, кстати, делала гадание тоже для Ютуба, знаете, что было? Ночь, и я еще посмотрела ровно на часы, было 12 часов 12 минут, да. Вот прям, я немножко позже посмотрела, но когда это происходило, это было 12:12. Звонил колокольчик. И такое ощущение, то ли на улице, то ли вот как-то вот приглушенно далеко. И у меня собачка начала гавкать, она тоже это слышала. То есть у меня не глюк был, да, это реально какой-то колокольчик звонил. И я вспоминаю, а где же мой колокольчик? И я его не могу найти, девочки. Свой вот такой колокольчик, который звенит, он где-то звенел ночью в темноте. Даже немножко было жутковато, но приятно, с другой стороны. В общем, сбудется ли это ваше желание? Да, девочки, оно сбудется. Оно ведьмовское, оно колдовское, оно волшебное, да? Поэтому идите к этому желанию, не бойтесь, оно сбудется, девочки. И у вас такой вот путь очень интересный. Я желаю, чтобы у вас пришло это ваше благо, вы этого достойны, вы станете, и, может быть, уже стали именно тем человеком или той душой, скажем так, да, или тем божеством, кто вы есть на самом деле. И вот это ваше желание связано именно с вашим кармическим предназначением.
Возможно, даже помогать людям, делать для них какое-то творчество, добро. Вот такой вот, мои дорогие, второй вариант. Так, третий вариант. Давайте посмотрим, сбудется ли желание. Вот это, которое вы загадали. 16-й старший аркан башня. Оно, девочки, относится, знаете, к чему? Вы находитесь территориально совершенно не в том месте, где это желание может сбыться. Вам это всегда здание, это дома, это территории какие-то. Надо сместить фокус. Возможно, вы мечтаете, если вдруг вы загадали здесь, переедете ли вы, значит, там, где вы хотите жить, переехать куда-то, значит, вам там будет лучше, чем там, где вы находитесь. Понимаете? Или, девочки, вы, например, думаете купить дом рядом где-нибудь, да? Нет, это не рядом. Это вам надо искать, значит, какой-то другой город, какое-то другое направление, другую страну, да? И здесь вот очень важно, что это 16-й старший аркан кармический. Дело в том, что вы созданы именно для того, чтобы менять местоположение. То есть вы не созданы для того, чтобы жить как курочка в одном месте. Вам надо путешествовать, много ездить, много ходить, много путешествовать. И желательно вот находить свои какие-то места силы далеко, девочки. Например, если вы любите, у вас есть какое-то хобби, посещать какие-то старинные места, делайте этот ореол, зоны эти большими такими, да, подальше едьте. Это карта путешественника, это карта человека, который должен менять свое местоположение для того, чтобы не заходить в какую-то стагнацию. Понимаете? Давайте еще посмотрим. Ваше желание связано либо с другим городом, с другой местностью, с другим домом, с другой страной. То есть все, что вы здесь загадали, это карта движения, выталкивания. Как я люблю говорить еще, знаете, как рыбка, она живет в одном аквариуме, и она думает, что это и весь ее мир. Но если рядом поставить другой аквариум, можно просто перепрыгнуть, понимаете? И там будет, возможно, что-то лучшее, красивее и интереснее. Главное вот просто развидеть это, да, увидеть, что есть что-то другое, увидеть эти возможности и прыгать в тот момент, когда это надо. Сбудется ли ваше желание здесь? Оно хочет сбыться, девочки. Но опять же, вести, это идут вести, какие-то документы с других местностей, стран, с территорий других, да, с одной деревни в другую, с деревни в город, с города в деревню, и с одной страны в другую страну, с города в другой город. Да, вас вот тут вот зовут. Хочешь, чтобы это желание сбылось? Едь куда-то. Твое желание не находится рядом с тобой. Твое желание находится где-то там. Давайте еще. Даже если вы мужчина здесь загадали, что вы хотите какого-то определенного мужчину, девочки, он не находится прямо возле вас, да? Его надо найти, возможно, в другой местности. Оно прям 2 туза выпало, 2 туза. Это, девочки, оно вас прям ждет. Вот то, что вы загадали, оно в этом мире уже существует. Оно уже родилось, оно уже построено, да. Просто оно находится в другой местности. Сбудется ли желание ваше? Смотрите, выпал нулевой старший аркан. Там, где вы сейчас находитесь, это желание не сбудется. Но оно сбудется только когда вы будете, скажем так, обитать, жить, ездить в какое-то другое место. И дело в том, что вы выпали вот тут вот такой тоже прекрасной птичкой со своим желанием. И знаете, мне как будто бы идут какие-то документы к вам, и как будто вы должны их принять. Или это сообщения, какие-то документы, письма, да, с какого-то другого места. И когда вас так вот будут звать, вы не бойтесь, вы едьте туда, понимаете? Потому что как будто вот здесь вот вас хотят Таро вытащить с какого-то вашего места, где вот эта нулевая точка. Нулевой старший аркан – это не то, что вы дурак, да? Это нулевой старший аркан – это то, что у вас есть точка опоры, и вы должны перевернуть мир. У вас точка есть а вы должны приехать в точку Б. Понимаете? Вот это желание очень связано именно с движением вашим. Движение, переезды какие-то. Сбудется ли ваше желание здесь? Сбудется, но именно в другой местности, девочки.
Если вы хотите ехать учиться, раздумываете, едьте. Если вы хотите переехать, поменять недвижимость или еще что-то, едьте. Если у вас будет какой-то ваш мужчина новый с другой местности, да, надо рассматривать такой момент, что вы переедете жить в другое место. Понимаете? Вас как будто выталкивают с насиженного места. Вот это желание, то, которое вы загадали, оно такое, девочки. Хорошо, а если вы вдруг останетесь там, где вы находитесь, и хотите, чтобы желание сбылось? Император, рыцарь мечей, король, маг. У вас есть какие-то помощники здесь, да? Там, где вы находитесь, есть люди, которые могут вам помочь вот с этими телодвижениями вашими. И выпадают, девочки, именно мужчины. Это может быть папа, который поднесет вам сумки на вокзал. Это может быть водитель какой-то, который вас куда-то довезет, да? То есть у вас, вокруг вас есть окружение именно из мужчин, которые могут вам помочь. То есть если вы хотите, чтобы это желание сбылось, я бы на вашем месте рассказала бы об этом желании мужчинам в вашем окружении, которым вы доверяете. Можете даже просто, не знаю, в такси таксисту рассказать. И кто-то вот одному сказали, второму, третьему, четвертому, пятому, да. И дело в том, что вам кто-то предложит какие-то такие интересные решения для того, чтобы это ваше желание сбылось. Вот здесь вот тоже ключ какой-то. Вот такие дела, котики. И открываем четвертый вариант и смотрим, сбудется ли ваше желание здесь. Седьмой старший аркан выпал вам, девочки. Это то, что желание, которое вы здесь загадали, оно связано вот прям с вашим родом, с вашей кровью, с продолжением рода вашим, да. То есть то, что вы здесь загадали, оно как бы, знаете, из прошлого в настоящем медленно перетекает в будущее. То есть оно верно для вас хорошее желание. Императрица, да, девочки. И именно, знаете, кому в вашем роду должно иметь то, что вы здесь загадали, вот этот и ваш путь пройти. Именно вам. Вы выпали в виде Мадонны. А Мадонна здесь это третий старший аркан императрицы в колеснице. Понимаете, это очень крутые карты. Ну, давайте еще посмотрим, сбудется ли ваше это желание. Иллюминация, девятый старший аркан. Маг. Девочки, одни старшие арканы повыпадали, ну и один король, ягодный король с Лилит выпал. Это желание, которое вы здесь загадали, оно именно ваше. И оно очень связано с вашим прошлым и очень сильно связано с вашим настоящим. Причем, возможно, в ваших разных воплощениях на этой земле. То есть, кем вы были в прошлой жизни, вы это желание делали, шли к нему, и кем вы будете в следующей жизни своей, да? У нас как у котов по 9 жизней или, девочки, 12. Я вот, например, по зодиакальному кругу считаю. Я, например, водолей, в следующей жизни я воплощусь как рыбка, философская рыбка. И дело в том, что сбудется ли это ваше желание? Оно очень сильно пролонгировано во времени. Оно не то желание, такая хотелка, куплю ли я там красное платье, да. Это ваше желание, оно настолько крутое, скажем так, да, что и только вы можете его, в принципе, осуществить. Как будто вам по роду дано. Как будто это сила ваша какая-то, понимаете? И вы родились для того, чтобы воплотить эту жизнь. Вот и все. Единственное, что я могу сказать, что оно будет, девочки, сбываться только для вас, больше ни для кого. Это желание, к которому вы приходите даже в каком-то сакральном одиночестве своем. Девятый старший аркан отшельника говорит о том, что вы, как Мадонна, должны быть даже в каком-то отшельнике, да. То есть оно приходит к вам, когда вы одна, и оно придет к вам, когда вы одна. Вы примете это желание в каком-то своем одиночестве, в какой-то своей личной свободе, да. То есть не будет ни одного человека, который разделит с вами вот именно ваше это желание. Карта мага еще выпала.
Это, то, что у вас прям какая-то корона на голове есть, да, и вы это желание, оно сбывается только у коронованных особ, у королев, а вы и есть королева. И если, например, знаете, что дано Цезарю, не дано быку, или рожденный ползать, летать не может. Так вот, вы и летаете, вы и Цезарь, вы и Мадонна, и очень крутой здесь расклад выпал. Сбудется ли ваше желание, которое вы здесь загадали? В этой жизни, скажем так, давайте посмотрим. Оно связано еще с каким-то мужчиной, девочки. Мужчина, не все, кстати, мужчины в вашей жизни, они могут принимать вот это вот ваше желание. Будут люди, которые будут резко негативно относиться к этому, и это будут ваши враги. Будут люди, которые будут вас любить, да, возлюблять, скажем так, из-за этого вашего желания. И это будут ваши друзья. Тут не важно, что вы загадали на самом деле. Возможно, вы даже озвучили или у себя в уголовке своей красивой просто подумали о какой-то, возможно, заветной части этого желания. Или, может быть, это предметная часть вашего желания, да? Но на самом деле это желание очень глубокое. Что вы сюда могли загадать? Девочки, пишите в комментариях, потому что мне тоже интересно почитать, что же в четвертом варианте вы вот такого вот загадали. Хотя бы или намек сделаете, да? И почему вам это дано? Тоже интересно. Вы можете даже не писать свое это желание, а написать, почему вам это дано. Ощущаете ли вы это? Это желание, девочки, сбудется ваше. Но оно, я вам так скажу, так, повешенный выпал. Нулевой. Это, девочки, то, что передается. Вот я вам сказала про королей, да, про корону. И вот это передается от одного к другому. Это что-то такое, знаете, очень сильное, очень волшебное, что вы здесь загадали. А оно передается от одного человека к другому. Как корона все равно, понимаете? Ой, тут прям, я бы даже сказала, что можно этот расклад прям на час делать, для того, чтобы вообще максимально все объяснить. Колесо фортуны выпало, 2 туза и люди. Очень много людей выпало вам тоже вокруг вас. Но вы можете прям даже сейчас начинать, девочки, отличать зерна от плевел в своей жизни, людей, которые будут говорить: ай, зачем тебе это нужно, или оно тебе не идет, оно тебе не подходит, или еще что-то. Это ваши враги. Враги стопроцентные. А те, кто вас будут поддерживать, это ваши друзья. Но дело в том, что, еще раз повторюсь, вам выпал еще 9-й старший аркан. В отшельничестве вы принимаете вот это вот желание, только вам на головку эта корона. И только, скажем так, в одиночестве каком-то. Просто будут люди, которые вас примут с этим. И будут те, которые вас с этим не примут. И иногда будет больно, девочки. Больно будет осознавать, что, например, какие-то близкие люди, на которых вы надеялись, вас не поймут. Или, знаете, вот есть такое красивое выражение: друг поздается в беде, да? Это, девочки, про вас. Скорее всего, даже какие-то, возможно, очень близкие люди, они отдалятся от вас, да? Могут даже предать где-то в этом, то, что вы здесь загадали. Готовьтесь, девочки, это желание императрицы, это желание Мадонны, это очень что-то крутое. Возможно, если вы тут особо такого чего-то величественного, скажем так, не загадывали, что-то, что вы именно загадали на этот вариант, да, возможно, вы детализировали, и, возможно, вы сейчас не видите еще дальше, насколько это видит Таро, а оно видит очень далеко. Оно видит сквозь века, вот это ваше гадание. Все, мои дорогие. Такой вот был расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все ваши желания сбываются, и никто вам не мешает. Все, девочки, пока-пока.